Одна из самых главных причин, почему мы сейчас испытываем психологические проблемы, потому что в детстве у нас не было возможности быть самими собой. Нам не позволяли быть упрямыми, требовательными, агрессивными, безгранично эгоистичными, как нам это было нужно. Поскольку наши родители были озабочены своими собственными проблемами, нам пришлось приспособиться к их требованиям, чувствуя, что для того, чтобы заслужить любовь, мы должны терпеть и подчиняться. И прежде чем мы обрели хоть какую-то независимость, мы уже разучились быть собой. И из-за этого теперь, во взрослой жизни, мы иногда чувствуем себя потерянными, словно оторванный якорь. Мы не можем быть счастливыми и боимся быть собой. Вместо этого мы пытаемся изображать кого-то, кем мы на самом деле не являемся. В 20 веке британский педиатр и детский психоаналитик Дональд Винникот написал серию статей, основанную на его наблюдениях за взрослыми и маленькими пациентами, в которых выдвинул точку зрения, что для здорового развития ребенка очень важно, чтобы он в первые годы своей жизни ни о чем не беспокоился и ощущал поддержку родных. Если окружающие приспосабливаются к потребностям и желаниям ребенка, каким бы трудным он ни был, тогда он сможет приобрести все навыки для истинного «я» и стать собой. По формулировке Винникота, истинное «я» младенца очень эгоистично. Он кричит, когда ему нужно, даже если сейчас ночь, и он находится в переполненном поезде. Он может быть агрессивным, кусачим, и в глазах приверженца манер или любителя гигиены ужасным и даже отвратительным. Он выражает себя так, как хочется ему. Конечно, он может быть милым, но только на своих собственных условиях, а не для того, чтобы очаровывать или заслуживать любовь. Если человек хочет научиться быть самим собой, то в детстве ему должна быть предоставлена полная свобода действий. Он может пинаться, когда злится, кричать, когда он устал, кусаться, когда испытывает агрессию. Если он имеет такую возможность и видит, что родитель все терпит и особо не обращает внимания на все ее капризы, это дает ребенку жизненно важный урок, что он на самом деле не всемогущ, и что мир не рушится, когда ему этого просто хочется, потому что у него плохое настроение. Если все идет правильно, то постепенно ребенок добровольно развивает свое ложное «я», способность вести себя в соответствии с требованиями внешней реальности. Сначала он подчиняется суровым условиям школы, а став взрослым и трудовой жизни. Дело в том, что когда нам предоставляется возможность быть самими собой, нам не нужно при каждом удобном случае бунтовать и настаивать на своих нуждах. Мы можем следовать правилам, потому что в прошлом у нас была возможность полностью их игнорировать. Другими словами, Винникот не считал ложное «я» чем-то плохим. Он понимал важность его роли, но настаивал, что оно будет помогать психическому здоровью только в том случае, если этому предшествовало беспрепятственное выражение истинного «я». К сожалению, у многих из нас не было такого идеального детства. Возможно, наша мать была в депрессии, или отец часто впадал в ярость, или у нас был старший или младший брат, которые по каким-то причинам требовали всего внимания родителей. В результате мы слишком рано научились подчиняться, стали послушными. Из-за этого
мы теперь, во взрослой жизни, продолжаем точно так же отдавать всего себя в отношениях, ориентируясь только на потребности партнера. Но в таком положении мы на самом деле не можем любить. На работе мы способны быть хорошими исполнителями, но никак не творческими и оригинальными, и вряд ли станем проявлять инициативу в делах. К счастью, у нас есть психотерапия, которая дает нам второй шанс. В руках хорошего психотерапевта мы возвращаемся в тот момент, когда начали выстраивать свое ложное «я», и когда были вынуждены начать скрывать свои истинные мысли и чувства. В кабинете психотерапевта, под влиянием его зрелости и заботы, мы можем научиться быть самими собой. Он позволяет нам быть несдержанными, эгоистичными, агрессивными и ужасными. И психотерапевт принимает нас такими, какие мы есть, тем самым помогая нам испытать те чувства, которые должны были быть в нашем детстве. И постепенно мы начинаем отличать свои настоящие чувства от ложных, то есть свое истинное «я» и ложное «я». И это придает нам сил и уверенности в себе. Винникот был известен своей щедростью и спокойствием по отношению к пациентам, когда они пытались переосмыслить свое истинное «я». Один из них разбил его любимую вазу, другой украл деньги, третий во время каждой сессии выкрикивал оскорбления в его адрес. Но Винникот был невозмутим, зная, что это было частью их пути назад, к здоровью, прочь от смертельной фальши, от которой его пациенты страдали всю свою жизнь. Потому мы должны быть благодарны Винникоту за то, что он открыл нам, что наше чувство реальности и удовлетворенность жизнью может прийти к нам в том случае, если когда-то в прошлом мы прошли все стадии почти безграничного преступного эгоизма. Другого пути просто нет. Мы должны стать истинными, прежде чем научимся быть ложными. Если же у нас не было такой возможности, то наши болезни и депрессии напомнят нам, что нужно сделать шаг назад, туда, откуда все началось, чтобы исцелить себя. И психотерапия позволяет нам сделать это. В наше время теория Винникота иногда подвергается критике. И на эту тему даже есть забавный анекдот. Когда маленький мальчик, сидя в автобусе, пинал сидящую впереди девушку грязным ботиночком по белым брюкам. И когда девушка сделала замечание его матери, та ответила, что воспитывает ребенка по методу Винникота, а потому не может ничего ему запрещать. Тогда увидевший это молодой человек подошел и влепил свою жвачку в волосы этой женщины, сказав, что его родители тоже воспитывали по тому же методу. В общем, все хорошо, но в любом деле нужно знать меру. Пожалуйста, не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на наш канал, ведь это помогает его развитию. Спасибо за просмотр!